Здравствуйте, господа. Здоровым быть легко поможет вам Дуйко. Сегодня я начинаю трансляцию по здоровью. Ее буду проводить из своего дома. Отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете сейчас на моем сайте tibetan-formula.com. Итак, Елена Евтушевич. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, как лечить липомы на ногах? Это растянутое по ноге образование, особенно спереди под коленями. В случае, если под коленями образуется новообразование, то, скорее всего, это связано с кистой Беккера, это связано с ревматизмом сустава. Чем лечить? В случае, если это липома, то всегда необходимо обращать внимание на функциональную деятельность печени. Лечить я рекомендую препаратом битулин и тантал и гипакс. Битулин, тантал, гипакс принимать по одной таблетке 2 раза в день. 1 чайная ложка гипакса на 1 стакан воды 1 раз в день. В случае, если это киста Беккера, рекомендую применять мазь бишофитовый бальзам, продается у нас на нашем сайте, а также делать обертывание содой с солью, 1 столовая ложка соды, 1 столовая ложка соли на 1 стакан воды теплой, смачивать, делать аппликацию на переднюю и заднюю поверхность сустава. Также очень рекомендую использовать хондроитины, глюкозамины. В нашей компании они представлены препаратом коллаген. Дальше препаратом, кстати, очень великолепный препарат коллаген. Препаратом гиалуроновая кислота. Гиалуроник оксид, такой препарат у нас уже есть. Это все в комплексе может улучшить состояние хрящевой ткани, собственно, устранить вот такой ревматизм и так далее. Хочу сегодня в виде рекламы сказать о том, что наша компания выпустила и представляет на сегодняшний день препарат битулона-оксид или по-другому битулоновая кислота. Несколько слов о данном препарате, о битулоновой кислоте нам расскажет Википедия. Битулиновая кислота и ее производные обладают противовоспалительной, противоопухолевой и анти-ВИЧ-активностью. То есть по-другому можно сказать, что любые воспаления тканей, миозит, артрит, ревматоидный полиартрит, ювенальный артрит, противоопухолевой, то есть любые увеличенные лимфоузлы, злокачественные, доброкачественные опухоли устраняются битулиновой кислотой и анти-ВИЧ-активностью. Также данный препарат имеет доказательные медицинские исследования. Применение данного препарата устраняет и помогает справиться имеет активность с активацией Т-киллеров, которые приводят к уменьшению вируса иммунитета человека, устраняет иммунологическую депрессию и иммунный дефицит. В 1955 году отметили, что битулиновая кислота – это селективный ингибитор меланомы в организме. Также доказали, ингибитор – это тот, кто устраняет. Также доказали, что битулиновая кислота способна вызывать апоптоз нейробластомы, то есть она засыхает, у нее исчезает сама клетка, получается, она выгорает. У человека в моделях системы, то есть при показателях, когда применяли препараты плацебо и применяли препараты битулиновой кислоты, то оказалось, что на 100% в системе инвитро, инвиво полностью было исключено использование плацебо и доказано, что в качестве лекарственного препарата может быть использовано. Были проведены исследования Rapid Access Национального института онкологии США, и было обнаружено, что битулиновая кислота выступает против нейроэкстрадермальной нейробластомы, модулобластомы, саркомы Юинга, лимфогранулематоза, злокачественной опухоли мозга, карциномы яичников, лейкемии клеточной линии, злокачественной чешуйчатой карциномы головы и шеи клеточных линий и так далее.
Рекомендовано было использовать при раке молочной железы, толстого кишечника, мелкоклеточного рака, легочного, почечного, клеточной карциномы, а также лейкемии Т-лимфоцитов. Эффективность лечения ботулиновой кислоты была оправдана в случае использования как дополнительная селективная терапия данных заболеваний. То есть по-другому можно сказать, что использование ботулиновой кислоты было рекомендовано людям, которые проходят основную терапию при лечении онкологии груди, рака кишечника, прямой кишки, желудка и так далее. Несколько слов о тенденциях и исследованиях ботулиновой кислоты как селективного ингибитора меланомы человека, который действует путем индукции апоптоза. Данная работа была создана такими авторами, как Чай, Исли, Чак Ведера, Фарнсворт, Кордел, Бичер, Фонг, Кинтхон и Браун. В результате фракционной под контролем биоанализа ботулиновая кислота в исследованиях, проведенных на безстимусных мышах с меланомой человека, рост опухоли полностью подавлялся без токсичности. Судя по множеству клеточных ответов, противоопухолевое действие опосредованной индукцией апоптоза, то есть уничтожается, засыхает и перестает, отмирает. Ботулиновая кислота была рекомендована и проходит доклиническую разработку для лечения и профилактики злокачественной меланомы. Вторая работа была сделана Катао, Коконда в городе Японии Миёси, Кувахара, Монден и Ониши. Мы исследовали противоопухолевый эффект комбинации ботулиновой кислоты и винкристина на клетках мышиной меланомы. Ботулиновая кислота показала синергический цитотоксический эффект на клетки меланомы и индуцировала остановку клеточного цикла и ингибировала, то есть прекращала метастазирование опухолевых клеток в легкие, усиливала подавление экспериментального метастазирования клеток меланомы в легкие у мышей. Количество легочных узелков диаметром 1 мм у мышей, получавших ботулиновую кислоту, было заметно меньше, чем у мышей, получавших только, и дальше указан другой препарат, винокристин, который используется в ходе лечения заболеваний, как химиотерапия в ходе лечения заболеваний карцинома легкого. Дальше. Работа, которая была сделана Фарнсвортом и Корделом в США. Открытие ботулиновой кислоты как селективного ингибитора меланомы человека, который действует путем индукции апоптоза. То есть по-другому полностью устраняет, уничтожает клетки опухоли, которые связаны с меланомой. Итак, в результате фракционирования под контролем биоанализа ботулиновая кислота была идентифицирована как цитотоксический агент, специфичный для меланомы. На русском это звучит так, что только клетки меланомы были поражены веществом ботулиновой кислоты и полностью были уничтожены, то есть умерли. Рост опухоли полностью подавлялся без токсичности, то есть говоря о том, будет ли для человека применение данного препарата цитотоксичным, здесь говорится о том, что клетки опухоли полностью устранялись без цитотоксического, в отличие от применения многих видов химиотерапии, результата. Судя по множеству клеточных ответов, противоопухолевое действие опосредованной индукцией апоптоза, то есть полным засыханием, отмиранием. Ботулиновая кислота соединение в настоящее время приходит до клиническую обработку. Дальше. Как это происходит? Вот есть работа, это Пецуто, Ронкью, Инмейтан, это совместный институт итальянский и китайский, города Пекин. Было показано, что ботулиновая кислота, обнаруженная, ну и дальше написано, меланомы и многих нейродермальных опухолевых клеток. В настоящее время мы демонстрируем, что обработка
бетулиновой кислотой приводит к активации стресс-активируемой протеокиназы, концевой киназы, распространения протопоптической, ну и так далее, без изменений фосфорилированных киназ. Итак, вывод пишем. Интересно, что частично, ну, здесь сказано о том, что митохондрии наших клеток приходят в норму. То есть в случае, если есть иммунитет низкий, то ответ обработки бетулиновой кислотой приводило к постепенной деполяризации потенциала митохондриальной мембраны, явление, которое, как установлено, способствует индукции запрограммированной гибели клетки меланомы и карциномы. И данный эффект частично дает возможность модулировать это возмущение, а следовательно способный, ну и дальше сказано, каким образом устраняются клетки и каким образом происходит распад. То есть огромное количество статей, это исследование на протяжении более чем 50 лет использования бетулиновой кислоты как в составе препарата и как отдельный препарат при лечении и при профилактике заболеваний. На сегодняшний день рекомендация бетулиновой кислоты, есть ряд работ. Хочу сказать, чьи это работы. Цхао Нинг, лечение бетулиновой кислотой псориаза. Дитмер Трузер, Дритан Тургани, Италия, лечение и цитотоксический контроль паптоза при карциноме легкого. Дальше Ксину Люи, Индрия Джуто, лечение, сравнение применения бетулиновой кислоты и каннабиоидных веществ. Было доказано, что каннабиоидные вещества и бетулиновая кислота имеет гораздо выраженный эффект лечения меланомы, лечения онкологических новообразований и так далее. Далее работа Шмидта и Кузманова, бетулиновая кислота, как ярко представлена ее анти-ВИЧ-активность, и рекомендовано применение бетулиновой кислоты в ходе применения терапии к ВИЧ-инфицированным первой группы. При ревматоидном артрите есть применение данного препарата как современное цитонетоксичное и оптимальное вещество при лечении всех видов ревматоидного артрита, полиартрита, ювенильного артрита. Особенность данного препарата заключается в его доступности. Данный препарат синтезируется из коры белой березы. Хочу сказать, что этот процесс у нас в стране, на территории Украины, смог сделать только моя компания. Препарат дорогостоящий получается, но его применение достаточно активное. Применение данного препарата рекомендовано при любых заболеваниях кожи, любых заболеваний иммунитета, при иммунной недостаточности, при аутоиммунных заболеваниях, при генетических заболеваниях, таких как муковисцидоз, при заболеваниях шизофрения, при заболеваниях ревматоидный артрит, полиартрит, при заболеваниях, допустим, там есть ряд работ, которые говорят о том, что применение бетулиновой кислоты может сочетаться с применением бетулина, так как их взаимосвязь и их воздействие на организм человека различное. Так, применение бетулина более для омоложения, более для увеличения активности иммунитета, так бетулиновая кислота для апоптоза опухолевидных новообразований в теле, включение интерлейкинов, Т-киллеров, включение клеток, которые способны идентифицировать вирусное заболевание
и так далее. Как противоопухолевое, противовирусное вещество. Дарья Синозадская пишет: здравствуйте, бетулиновая кислота доступна к покупке на сайте. Да. Игорь Мачеренко, всем доброго времени суток, здрасте. Елена Евтушевич, подскажите, липомы на ногах? Ответил. Наталья Октябрьская, помню вас, рада, что вы помните меня, неполный вдох, так помню это. Не могу от него избавиться, но меня беспокоит желудок и запор. Сейчас пью соду утром и вечером, панкресорб, домилон, коллаген, еще не могу поднять руку в боли на предплечье. Вам как раз поможет бетулиновая кислота и чай-железняк. Принимайте бетулиновую кислоту и чай-железняк. Смазывайте то место, где у вас есть... Очень часто помогает смесь двух препаратов, это уралис и манкулит, как раз при вот таких проблемах с бурситом. Это может иметь подагрическую вот такую форму. Принимайте по одной чайной ложке уралис и манкулит на 1 стакан воды 1 раз в день. Врачи обнаружили кисту неизвестного происхождения. От операции отказалась. Занимаюсь самолечением 9 месяцев. Вам может помочь бетулиновая кислота. Совместно принимать с препаратом Диа и препаратом Метикс. Метикс 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день. Диа по 10 капель на столовую ложку воды 1 раз в день. При любых опухолях я рекомендую принимать следующие препараты. Препарат Диа 10 капель на столовую ложку воды 1-2 раза в день. Препарат Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Препарат бетулиноксид 1 таблетка 2 раза в день. В случае, если вам необходима просто профилактика заболеваний, любых аутоиммунных, есть работа, сейчас я ее тоже могу прочитать. Это работа Гримеля и Веллера. Значит, это Новосибирский институт, который говорит о правильности и рекомендует применять препараты бетулиновой кислоты при миотрофическом боковом склерозе, синдроме Басса или заболевании Басса, а также при заболеваниях рассеянный склероз, как противосклеротический препарат, как препарат профилактики атеросклероза, как препарат при поражениях сосудов, в том числе и поражение сосудов артерии, при стенозе сосудов, при непроходимости сосудов и так далее. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы порекомендуете из ваших препаратов в середине шеи, когда ложусь? Не хватает подачи кислорода и дискомфорт в шее. Смазывайте мазью вариковазин и вертебралис. Принимайте препарат вертебралис и гворгин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не могу похудеть. В чем причина отеков по всему телу? Заранее спасибо огромное. Отеки могут быть следствием сердечной недостаточности. Отеки могут быть следствием высокого холестерина. Высокий холестерин – это больше спать. Отменить продукты питания, в которых есть натрий, то есть перестать принимать поваренную соль, соду, убрать продукты питания, в которых есть лактоза, перейти на диету вареной пищи, кушать 1 раз в день, желательно во второй половине дня, не позже 6 вечера. Таким образом, очень быстро похудеете, начнете лучше себя чувствовать. Из наших препаратов я рекомендую применять каолин 1 чайная ложка на стакан воды, или по-другому 1 столовая ложка на пол-литра или литр воды. На протяжении дня выпивать этот литр, по чуть-чуть на протяжении дня, взбалтывая бутылку. Великолепное средство есть такое, это Минераликс и коалин. Необходимо дома изготовить определенный состав. 1 чайная ложка Минераликса на 1 литр воды, 1 столовая ложка каолина на 1 литр воды. Оба данных препарата необходимо ввести в виде смеси и смешать с водой обычной, не минеральной, холодной.
Принимать на протяжении дня 1 литр, и вот такой будет результат. Снижение веса, улучшение работы пищеварительной системы, улучшение работы поджелудочной железы, снижение гормонов поджелудочной железы, уменьшение инсулина, уменьшение глюкозы при сахарном диабете первого типа. Кстати, забыл сказать, есть работа тоже ученых, я сегодня готовился, есть работа ученых Джеймса Дичганса и Веллера английского института в городе Лондоне, которые рекомендуют принимать препарат бетулиновая кислота совместно со стволовыми клетками. Стволовые клетки – это наш препарат Эмбрио Плюс, а бетулиновая кислота – это то, что они рекомендуют. Стволовые клетки Эмбрио Плюс вместе с препаратом бетулиновая кислота при лечении сахарный диабет первого типа. И сколько необходимо проводить лечение? 2-3 месяца по одной таблетке Эмбрио Плюс 2 раза в день, по одной таблетке 2 раза в день бетулиновой кислоты. Таким образом можно профилактировать и заметно улучшить состояние людей, которые хронически имеют заболевания, сахарный диабет первого типа. Там есть удивительные результаты. Ну, пока об этих удивительных результатах говорить рано, давайте вы сами попробуйте и в дальнейшем дадите свои рекомендации, как вы обычно делаете при применении бетулиновой кислоты и т.д. В случае, если человек имеет ярко выраженные аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, там красная волчанка, васкулит, там рассеянный склероз и так далее, при онкологических заболеваниях обычным эффектом происходит снижение мышечной массы, общее состояние астении. То есть это может приводить к появлению анемии, ригидности мышечной мускулатуры, к астении, то есть потеря аппетита, нежелание, человек худеет при этом. Любое применение активных препаратов, которые активно действуют на иммунитет, может быть связано с тем, что человек может первое время на фоне первых приемов, особенно при онкологических заболеваниях, немного набирать вес. Но этот вес будет набираться не по принципу жировой клетчатки, а по принципу увеличения мышечной массы. Это действительно так, поэтому бетулиноксид я рекомендую принимать еще и тем людям, которые активно занимаются спортом в зрелом и очень зрелом возрасте для активации мышечной мускулатуры и увеличения мышечной массы, что очень важно для тех людей, которые взрослеют. Так как теряется мышечная масса, она становится ригидной, появляются запоры. Для активации вот такой мышечной массы необходимо принимать препарат бетулиновая кислота. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу попасть к вам на 9-й марафон. Скажите, в моем случае будет результат? Да. Уважаемый Андрей Андреевич, помогите, пожалуйста, моей внучке Даше 6 лет, но она не разговаривает. Врачи не могут дать диагноз, какими препаратами помочь. Необходимо найти вебинар, который у меня был ранее записан. Он называется «Лечение аутизма Дуйко». Там я говорю об разных формах появления и диагностирования заболевания аутизм. Также я говорю там о одной из специфических тенденций лечения таких детей и об анализе, который обычно показывает на то, что ребенок болен заболеванием аутизм. Это один из диагнозов, из показателей – это высокий аммиак в крови. Такой высокий аммиак в крови я часто вижу при заболеваниях шизофрения, при заболеваниях эпилептивный синдром, при судорожных проявлениях, при депрессиях с плаксивостью, при ювенильной вегетососудистой дистонии, при синдроме беспокойных ног, при заикании, при блефароспазме и так далее. Во всех этих случаях происходит накопление аммиака в крови на фоне
неусвоения аминокислоты аргинин, которая накапливается, превращается в аммиак и происходит токсическое отравление, поражение аммиаком нервных тканей и, в общем-то, периферической и центральной нервной системы. Каким образом можно устранить это? Необходимо принимать препарат Гепакс. Данный препарат связывает вещества аммиака и выводит их из организма совместно с препаратом цистин. 1 таблетка 2 раза в день, а Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. И третье, в случае, если ребенок не разговаривает, я рекомендую использовать спрей для носа, который называется у нас окситоцин. В Википедии можно прочитать информацию об окситоцине. Окситоцин. Википедия. И здесь есть интересная информация. Окситоцин вызывает чувство удовлетворения, снижает тревожность, чувство спокойствия рядом с партнером. Исследования доказали связь окситоцина в человеческих отношениях, повышение уровня доверия, уменьшение страха. Это позволило предположить, что окситоцин может влиять на области мозга, ответственные за поведение, страх и тревогу. Именно поэтому я создал спрей окситоцин, так как его введение назально гораздо эффективнее, чем введение парентерально и орально. И назальное введение окситоцина, то есть в виде спрея в носовую пазуху, мгновенно на протяжении следующих 15 секунд попадает через слизистую оболочку в кровь и великолепно воздействует. Когда необходимо принимать окситоцин, сейчас я дальше прочитаю, окситоцин необходимо принимать в случае, если у человека есть тревога, страхи, нервные состояния. Детям при этом я рекомендую применять данный спрей в случае, если ребенок агрессивный, не может контролировать гнев, ставят диагноз аутизм, не разговаривает и так далее. Окситоцин в ходе исследований было доказано, что данный гормон, который используют назально, может играть роль в развитии сердца, а также может устранять сердечную недостаточность, ишемическое заболевание сердца, влияя на сокращение сердца, влияя на его активность. Именно поэтому в случае, если у вас высокий пульс, низкое давление, высокое давление, аритмия, ночное апноэ, храп, я рекомендую во всех этих случаях применять препарат окситоцин спрей. Также было доказано влияние окситоцина как гормона гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Препятствует выделению адренокортикостропного гормона и кортизола, что приводит к тому, что может помогать устранять неврозы, невротические состояния и быть одним из веществ, которые могут иметь ярко выраженное седативное действие. Также окситоцин при системном введении назально может влиять на восстановление мышечной мускулатуры, регенерацию мышц. Это происходит за счет повышения пролиферации стволовых клеток. И данный препарат является препаратом, одобренным Федерацией здравоохранения и Министерством здравоохранения и социальных служб США и федеральным управлением. И на сегодняшний день считается как препарат, который может быть одним из препаратов, которые можно использовать как потенциально новым и безопасным препаратом, который способен бороться со старением мышц, а также скелетной мускулатуры у людей престарелого возраста. Поэтому Федерация здравоохранения и Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США
одобряет и рекомендует введение в амбулаторную карточку и в виде профилактики пациентам, которые страдают старением, дополнительно применение назально моего спрея окситоцин. Ну и пришли уже к теме попытки лечить аутизм. Вы знаете, было много очень полемики. Также есть ряд работ, я сейчас о них тоже скажу. И вот что говорит буквально Википедия. Ранее были высказаны предположения о том, что окситоцин потенциально может быть средством для лечения аутизма. Об этом говорится, это и синдром Кеннера, и детский, и ранний инфантильный детский аутизм, и инфантильный аутизм, аутическое расстройство и так далее. В 2010-х годах, исходя из небольшого исследования отрывочных данных по окситоцину, в США все больше и больше врачей назначали окситоцин вне стандартных протоколов его применения, а родители детей с расстройствами аутического спектра активно покупали в интернете БАДы, содержащие окситоцин. Однако при строгой экспериментальной проверке выяснилось, что окситоцин не оказал влияния на аутичных детей, а наблюдавшееся улучшение состояния детей в эксперименте было результатом лучшего взаимодействия родителей со своими детьми при проведении, как они думали, лечения окситоцином. В исследовании в группе плацебо и в группе окситоцином результаты были одинаковые. Да, действительно, такие результаты были. Я читал об этом научные работы. Этих работ достаточно много были. Эти работы – это Бартон, в его книге, которую он опубликовал, которая называется «The Income Data», 17 ноября 2021 года в Нью-Йорке, в журнале England Journal of Medicine в 2021 году опубликовали это все. И там говорится о том, что 10-30-дневное применение окситоцина не давало результата. Но есть работа, которую в дальнейшем написал Калевзов и Кинг, которые были описаны в том же журнале, только чуть-чуть позже, в 2021 году, на странице 385. Эта работа называется 1462-1473. И в данной работе говорится о том, что применение окситоцина в течение 2-3 месяцев ежедневно заметно повлияло на улучшение состояния восприятия аутичных детей, и заметно произошло улучшение состояния детей. Они опираются на работу и Бартона, о которой я говорил раньше, и говорят, что, видимо, кратковременное лечение окситоцина не создает никаких результатов, в тот момент как длительное применение окситоцина создает великолепный результат. Далее, психотропное действие окситоцина. Обнаружено на сегодняшний день воздействие окситоцина на психоэмоциональную сферу человека. Психоэмоциональная сфера человека – это невроз, прежде всего, мы его рассматриваем во всех проявлениях. Это сексуальные неврозы, которые связаны с неудовлетворенностью совместной интимной жизнью. Об этом сказал Марков Андрей Владимирович в своей книге «Окситоцин делает людей более чуткими и добрыми словам». В книге 20 декабря 2008 на Wayback Machine «Элементы и новости науки». Публикация была сделана 17.12.2008 года. Гормон доверия. Окситоцин вызывает более благожелательное расположение к другим людям, позволяет верить словам конкретного человека, однако только в определенных случаях это относится только к внутригрупповым отношениям, то есть отношения, которые есть в семье, в случае, если у мужчины и женщины есть такой вот эгоизм, парахаинальный альтруизм, это когда человек демонически опекает другого человека. В случае, если есть разрыв отношений мать-ребенок, отец-ребенок, то было доказано применение окситоцина
как препарат, который улучшает эти все состояния. То есть если мама ребенка не любит, папа не любит ребенка, применение окситоцина в виде назального спрея может помочь. Также от концентрации окситоцина зависит проявление аутизма и синдром Уильямса. То есть об этом было сказано, есть вот даже научная работа «The Nurcedent Allelation» и так далее. То есть есть такая работа. Дальше. Исследования, проведенных на мужчинах, показывают, что у мужчин под действием окситоцина улучшается способность понимать настроение других людей по выражению лица. То есть это инстинкт интуиция, улучшает интуицию. Такие мужчины начинают смотреть собеседнику в глаза, а также становятся доверчивые, добрые. Исследования также показали, что влияние окситоцина на мужскую психику состоит в избирательном повышении чувствительности к социально значимым сигналам, имеющим положительную окраску. Окситоцин делает мужчин восприимчивыми к сигналам и стимулам, несущими информацию, важную для установления хороших отношений, дружеских и сексуальных с другими людьми. Отдельные исследования, проведенные на мужчинах, показали, что введение окситоцина снижает у мужчин эгоизм, повышает парахиальный альтруизм, то есть усиливает внутригрупповую любовь, доверие к своим, но при этом не повышает межгрупповую ненависть и недоверие чужакам. Исследования на крысах показали, что под воздействием окситоцина самцы после спаривания становятся спокойнее и смелее. У самок млекопитающих окситоцин регулирует привязанность к своим детенышам выделением и увеличением выделения пролактина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, есть ли возможность препаратами ТФ возобновить деятельность голосовой связки после удаления щитовидной железы? В данном случае левая сторона стоит неподвижно. Можно попринимать препарат Лизам, рассасывать его. Данный препарат может и гиалуроновую кислоту, совместно первый и второй препарат может улучшить, и коллаген может улучшить состояние голосовых связок. Камни в желчном, помогите, операцию не выдержу. Рекомендую при камнях в желчном пузыре применять мои препараты Амарум Дуйко. Это горечи Дуйко. 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Не нужно переживать, это безопасно. Есть чай, который называется Бевитон. Он растворяет камни в желчном пузыре и камни в почках. Безопасно, очень мягко, устраняет подагру. Принимать чай такой необходимо на протяжении дня 2-3 раза в день. И препарат Ликалила и Лунглин. Лунглин – это препарат тибетской медицины, которые разработали эффективный способ применения растительных компонентов в ходе лечения желчекаменного заболевания. Я его повторил у нас в нашей компании, он называется Лунглин. Также, опираясь на работу ученых, я создал препарат, который называется Ликалила, в котором находится 8 ароматических масел, применение перорально которых может привести к спокойному, мягкому растворению камней конкретно в желчном пузыре. Не бойтесь применения Амарум, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, Лунглин, Ликалила по 1 таблетке 3 раза в день помогут справиться с данным заболеванием. Народный способ и чай Бевинтон. Народный способ лечения камней, не лечения, а устранения камней конкретно в желчном пузыре – это применение в небольшом количестве яблочного свежевыжатого сока. Берется сладкий свежевыжатый сок яблок и на протяжении дня по 1 глотку, не сразу, по чуть-чуть на протяжении дня выпивать не менее пол-литра. Яблочный сок свежевыжатый – самое лучшее средство по устранению и удалению камней в желчном пузыре. Здравствуйте, спрашивает Светлана Плаева. Скажите, пожалуйста, почему вдруг начинает болеть кожа головы, становится чувствительной? Вроде и не простыла, и не болею. Как можно это убрать? Это всегда воспаление, связанное с корешками, неврологическое заболевание, связанное с корешками верхних отделов, шейного отдела позвоночника. Как правило, это связано с
воспалительными процессами. Самый простой способ устранять это массаж шейного отдела и применение, допустим, мази «Золотой бальзам Дуйко», смазывая. Также помогут массажи воротниковой зоны шейного отдела позвоночника, воротниковой зоны трапециевидной мышцы, медовый массаж, баночный массаж, препараты вертебралис, препараты стальные нервы. Когда-то мне доктор выписывал окситоциновые свечи для снятия воспаления матки. Доктор был прав, окситоциновые свечи могут помочь снять воспаление матки, но в случае, если есть выпадение матки, ригидность маточной мускулатуры может контролироваться путем введения окситоциновых свечей. То есть, если ректально вводить свечу, то происходит активация мышечной мускулатуры, то, о чем я сегодня говорил, то есть мышечная мускулатура начинает сокращаться, и вот такое местное введение ректально свечей с окситоцином может помочь существенно улучшить состояние матки. При выпадении матки рекомендую использовать окситоцин в виде свечей. Правильно. Гонартроз, обязательно менять сустав, 3-я степень, или можно гимнастикой и БАДами. Не верю, что гимнастикой и БАДами можно лечить гонартроз 3-й степени, как, в общем-то, и артроз 3-й, 4-й степени тазобедренного сустава. Слишком много потеряно времени. Нужно было это делать ранее. Людмила Молодых. Здравствуйте, с уважением к вам, Людмила. Работаю продавцом, ноги берутся синяками, а если провести рукой, вообще фиолетовые. Что можно попринимать, Стеф? Рекомендую принимать рутин. Второй препарат, мазь вариковазин, утром и вечером. Обязательно утягивающее белье и препарат Леккахода. Также можно еще, если есть возможности, препарат ЕМА. 1 чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день после принятия пищи. Часто запухає обличчя зранку і не тільки. Чому так стається? И еще можно допомогти. Скорее всего, это связано если после сна отекает лицо, это связано с тем, что ночью происходит недостаточная стимуляция сердца. Видимо, происходит даже апноэ. И для того, чтобы этого не происходило, необходимо активировать мышечную активность сердечную. Для этого есть препарат нашей компании. Один называется у нас NSCARD. Это витамины для сердца. Не помню, как они называются. Сейчас я скажу. Сейчас я скажу. Витамины для сердца. И препарат Презус Монтесин. Сейчас. Так, каталог. Сейчас я все-таки найду витамины для сердца. Как я мог забыть? Такое вообще бывает. Витамины. Да, Семар. Есть препарат, называется Семар. Вот если утром отекаете, это связано с неправильной деятельностью сердца. Это одна из причин, но, как правило, именно поэтому с утра отекает человек. Так вот, Семар питает и укрепляет сердечную мышцу, поддерживает здоровое состояние сосудов, улучшает состав крови, способствует нормализации давления. Рекомендуется для употребления и сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. В Семаре находится комплекс аминокислот. Каких? И витаминов. Итак, каких? Прежде всего витамин С, ретинол, это витамин А, витамин D, витамины группы В, В1, В3, В6, а также следующие аминокислоты. Прежде всего аргинин, лизин, пролин, таурин, никотиновая кислота, рутин, ликопин. Ликопин – сильный антиоксидант, растворяет сосудистые
новообразования в случае, если есть холестериновые бляшки. Рутин аналогично предупреждает склеротичность поражения сосудов, способствует поддержанию нормального давления. Никотиновая кислота устраняет уровень холестерина. Аргинин, лизин, пролин и таурин влияет на сокращение сердца. Пролин помогает синтезу коллагена для сердечной мышцы. Аргинин участвует в строительстве новых тканей и клеток, препятствуя разрушению сердечной мышцы, ну и так далее. Таурин – сохранение клеток мозга, патологических изменений, одним словом склероз. Витамин В1 повышает тонус кровеносных сосудов, В3 и В6 кроветворение, устраняет спазмов сосудов, снижая артериальное давление, препятствует появлению тромбов. Одним словом, в случае, если вы отекаете, рекомендую использовать препарат Семар, витамины для сердца. Спасибо за все, что вы делаете для людей. Андрей Андреевич, базилиома губы как лечить? Сегодня я уже читал в самом начале, это работы знаменитых врачей и знаменитых институтов, которые рекомендуют использовать бетулиновую кислоту, бетулиникоксид моей компании при лечении базилиомы, меланомы. Все это происходит путем апоптоза, то есть все клетки, которые связаны с данным заболеванием, отмирают. Я рекомендую его использовать в случае, если вы не принимаете химиотерапию или радиотерапию, начать принимать данный препарат прямо сегодня, увеличив дозу 1 таблетка 3 раза в день. Желательно принимать препарат до употребления пищи. Еще более ярко выраженный эффект вы получите при применении мази изотоновой, которой необходимо смазывать базилиому. Также применение изотона в виде бальзама, брызгать его в рот 2-3 раза в день. Препарата Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Препарата Диа 10 капель на столовую ложку воды. Андрей Андреевич, помогите вылечить астму. В моем случае у меня получается выздороветь. Астму можно вылечить, как ни странно, могу порекомендовать использование моего шума от астмы. Найдите его в YouTube, слушайте его ежедневно. При астме я рекомендую использовать соду с солью. Как приготовить этот раствор? 1 чайная ложка соды на 1 литр воды и четверть чайной ложки соли. Также, если есть возможность, купить еще магнезию и четверть чайной ложки магнезии. На 1 литр воды 1 чайная ложка соды, четверть чайной ложкой соли поваренной и четверть чайной ложки магнезии. Выпивать на протяжении дня этот 1 литр. Применять мой препарат, который называется «Здоровые легкие», и второй препарат от астмы Тарантел. Тарантел 2 таблетки 3 раза в день, здоровые легкие 1 таблетка 3 раза в день. Дякую вам, шановний, будь ласка. Ольга Лан-Маріро. Уважаемый Андрей Андреевич, у меня невропатия срединного нерва, и врач назначил для устранения боли нейралгин. Но я что-то боюсь его пить зря, все безопасно совершенно. Может, лучше мне будет нейромедин? Нет, нейралгин лучше, он устранит эту боль. Вообще врач должен был вам назначить еще и фенлипсин дополнительно. Также, скорее всего, это связано с воспалительным процессом, поэтому можно принимать еще Мавалис или диклофенак. Можно ли детям бетулиновую кислоту и со скольки лет? Сегодня я читал по поводу применения бетулиновой кислоты и с какого периода. Так вот, с периода 1,5 лет можно смело принимать бетулиновую кислоту. Противопоказания бетулиновой кислоты только одно – язвенное заболевание желудка. В случае, если у человека есть язвенное заболевание, язва желудка, принимать бетулиновую кислоту нельзя. Ну, собственно, как и аскорбиновую кислоту, как, собственно, и любые другие кислоты. Здравствуйте. Вот сегодня я говорил о бетулиновой кислоте. Вот при невропатии можно принимать бетулиновую кислоту. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, можно ли детям? Можно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не получается забеременеть уже 5 лет. Собираюсь к вам на марафон. Подскажите, будет результат? Да, будет. Есть ряд людей, их уже там десятки, сотни людей, которые применяли мои препараты Карунеш и Кинскит. И
на фоне применения данного препарата Коронешкин скит для женщины, Мускус и Красный дракон для мужчины в дальнейшем смогли естественным способом зачать ребенка и выносить его. Очень рекомендую, великолепный препарат. Очень хороший был отзыв такой, я его попытаюсь вам даже сейчас найти и прочитать. Этот отзыв, сейчас я его найду. Вот такой отзыв, который написала Марьяна Королевская. Марьяна, большое спасибо за отзыв, я его прослушаю. Хочу оставить отзыв о препарате Минераликс. Возможно, кому-то пригодится. Обычно мы смотрим на человека с виду и не знаем, что может быть с ним во сне. Одна ночь перевернула во мне все. Мой мужчина после того, как уснул, всю ночь дрожал, тремор всего тела без остановки. Это было очень страшно. Это было у него судороги на фоне, скорее всего, развивающейся ишемической болезни сердца. Такое часто бывает у мужчин, особенно выражается в виде судороги его такого тремора в ночное время. Обычно мужчина в этот момент ничего не замечает и даже об этом не знает. В случае, если мужчина имеет ишемическое заболевание сердца, в дальнейшем может быть инфаркт сердца. И поэтому вот такой тремор – это первый признак того, что необходима консультация кардиолога и проверка исследования сердечной мышцы. Это было очень страшно. В мои 39 я чувствую ребенком, рановато мне такой страх. Пример смешной, чтобы вам было понятно, зрелище выглядело так. Как мокрая курица дрожит на морозе 6 часов. И еще крик от судорог на ногах с 2 часов ночи. Ночь моя бессонная вообще 2 недели. Сказать, что был шок, я-то понимала, что возрасту 72, ему 72, ого, могу ожидать подобные сюрпризы. Не, ого, а пока еще. Умница, 72 года, супер. А у меня есть Андрей Андреевич. Спасение уже 3-й год, не маленький у меня. Мужчина отказывался что-либо принимать. Ответ был таким: через 2 недели знакомства ты хочешь меня отравить. Понимаю. Проблема вообще была, что я не говорю на немецком, вообще полный ноль. Ух ты ж, пантомима лучший друг человека. Я сразу демонстрировала это питье и пила, чтобы мне поверил. Он решил пропускать питье Минераликс, слово и отношение, искреннее поведение и забота творит чудеса. Ага. Результат начался после 6 дней, а за 3 недели тремор исчез и никаких судорог. Можно сказать, что данный препарат и его применение профилактировало у него инфаркт миокарда, и, скорее всего, он излечился от ночного апноэ и, как правило, от судорог, которые связаны с остановкой сердца. Обнимаю всех, не бойтесь проявить заботу. Минераликс чудо. Могу написать о препарате Красный дракон, если интересно. Каждая женщина будет довольна своим мужчиной в постели. Возраст мужчины ни при чем. Не верите, проверьте. Большое спасибо за такой отзыв, Марьяна Королевская. Такой получился интимный немножко отзыв. Очень приятно. Пусть ваш мужчина живет долго, заботится о вас и помогает вам. Я думаю, его применение данного препарата показало о том, что вы не только не хотите его, как он сказал, смерти через 2 недели знакомства, а наоборот доказывает то, что вы хотите с ним прожить всю жизнь. Здравствуйте, Андрей Андреевич ответил. Есть препараты или методы избавления от эктрасистол? Да, в нашей компании есть препарат, я сегодня о нем говорил. Это витамины Симар и препарат NSCARD. Он уберет экстрасистолы. Как он это сделает, тоже объяснение есть, но, к сожалению, времени уже нет. Людмила Сигило. Может, вы хоть чуть-чуть поможете моему мужу. Ему 91 год, деменция. За год потерял 25 килограмм в весе. Ввожу раз в неделю Аганесп. Это белок, я знаю, что такое.
И еще сироквель. Сироквель – это нейролептик. Для того, чтобы помочь вашему мужчине, нужно принимать бетулиновую кислоту раз, бетулин 2 и каолин 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Есть еще такой препарат ладан и препарат с высоким содержанием меди алгоцин. Итак, еще раз. Бетулиновая кислота и бетулин по одной таблетке 1 раз в день. Каолин 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Можно еще аурум 1 чайная ложка без воды 2 раза в день. Можно эмбрио плюс еще. Ну и алгоцин 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Данные препараты уже на протяжении 2 недель покажут великолепные, ярко выраженные результаты при лечении заболевания или болезни Альцгеймера. Прямо очень рекомендую. Также не стоит забывать о том, что 3 раза в году, весной, осенью и зимой, насколько я помню, ну или зимой и осенью необходимо делать капельницы с гидрокортизоном. Это обязательное условие, вводится струйно, парентерально, и обязательно необходимо это сделать. То есть наблюдение невролога и применение еще и такой терапии. Она показала свою эффективность при заболевании рассеянный склероз, при заболевании Альцгеймера. Опять-таки хочу сказать, что есть работы, которые доказывают значимость и правильность применения препарата бетулиновая кислота при лечении заболеваний Паркинсон, при лечении заболеваний Альцгеймера. В таких случаях рекомендую принимать препарат бетулиновая кислота, совмещая его с препаратом бетулин. Бетулин 1 таблетка 3 раза в день, бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день. Препарат Кинскит пропила 2 баночки год назад. Пока не помогло. Ну о чем вы говорите? Необходимо Кинскит принимать 7 месяцев, 8 месяцев. Возьмите себе сразу препараты в большой банке. Они будут у вас идти со скидкой. Принимайте его 5-6 месяцев. Так ничего не получится. Ничего, никаких эффектов не добьетесь. Да? Особенность того, что у вас не получается, скорее всего, это связано с многими системными изменениями. То есть это может быть антимюллеровский гормон низкий, там это может быть эстрадиол, прогестерон низкий, это может быть высокий пролактин, это может быть целый ряд проблем каких-то. Это может быть там какое-то вирусное заболевание и так далее. Так вот, если 1-2 месяца пропить препарат, эффекта и не должно быть. Данный препарат необходимо принимать системно. Вот если бы вы сказали, я 7 месяцев пропила препарат, никаких результатов, то тогда бы я сказал, да. Тогда вам необходимо сдать антимюллеровский гормон, посмотреть, может, нечему оплодотворяться, может, у вас яйцеклеток нет. Сейчас здесь у нас находится женщина, ей 47 лет. Она недавно родила ребенка, у нее антимюллеровский гормон был на нуле, ей все врачи абсолютно говорили, что и только эко, никаких вариантов вообще нет после 2 выкидышей и после применения препарата Кинскит и Коронэш на протяжении более чем 1 года со своим мужчиной-итальянцем она смогла родить ребенка, и сейчас она здесь находится, я ее видел. Конечно же, фамилию ее и имя говорить не буду, хотя ее очень знаю. Тем не менее, вот такие результаты есть, и я вижу, как это все действует. У нас были люди, они были когда-то из Казани, и там мужчина взрослый говорит, я хочу детей, но моей жены уже никогда не будет, я был бы вам очень благодарен. Он говорит, пусть принимает Кинскит, Коронэш. После этого она родила, и он потом мне звонил и говорит, Андрей Андреевич, назвали ребенком Андреем в честь вас, потому что великолепно подействовал на нас препарат, потому что уже хотели делать эко, но оказалось все не так печально. Здравствуйте, Андрей Андреевич, как избавиться от панических атак? В нашей компании разработан препарат, он называется, помните, я сегодня говорил о окситоциновом спрее, вот окситоциновый спрей, также препарат Пастовит, 2 таблетки 3 раза в день. И препарат, о котором есть, можно бетулиновую кислоту принимать. Также препарат, можно Гепакс.
Можно гепакс. Гепакс 1 чайная ложка 2 раза в день. Поставит 2 таблетки 3 раза в день. Окситоциновый спрей 3-4 раза в день. Огромное спасибо за битулин. Получила на днях. Отдам ему, а остальные закажу. Спасибо. Не битулин, а битулиновая кислота. Необходимо принимать и первый, и второй препарат совместно. Также для людей, у которых есть Альцгеймера, заболевание Паркинсона, был мной разработан препарат, называется Житидан. Великолепный препарат. Хочу сказать о сфере его применения. Если вы хотите заметно помолодеть, вам необходимо принимать препарат Житидан. Эффект омоложения великолепен, проявляется сразу. Такой ярко заметный геронтологический эффект. Применение препарата совместно с препаратом коллаген и цистин еще более эффективно воздействует. Исчезают морщины, улучшается кожа, улучшается цвет кожи, худеет человек, улучшается общее самочувствие, человек чувствует себя как молодой человек. Внешне очень заметно. Здравствуйте, Андрей Андреевич, сыну 8 лет. Удалили краниофарингиому. Ага. МРТ показывает кисту отрицательной динамики. Хорошо, что отрицательной динамики. Возможно обойтись без операции. Возможно. Препарат битулиник оксид или битулиновая кислота совместно с препаратом битулин. Битулин 1 таблетка 2 раза в день. Битулиновая кислота 1 таблетка 1 раз в день. Применение 2 месяцев данного препарата устранит данную кисту навсегда. Ее больше не будет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. 15 лет определили экзофория. Можно ли как-то справиться? Сейчас экзофория. Читаю, что это такое. Экзофория может быть связана с некоторым... Ага, экзофория... Так, что же это? Что-то с глазом, я помню. Экзофория является формой гетерофории, при которой имеется тенденция отклонения глаз наружу. Во время осмотра, когда глаз диссоциирует как призма, визуальная оси будет расходиться друг от друга. Да, можно. Это все связано с деятельностью мозга. Рекомендую принимать препарат алгоцин 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Препарат Мнемонорм 1 таблетка 2 раза в день. Ладан 1 таблетка 2 раза в день. Битулиновая кислота 1 таблетка 1 раз в день. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, как избавиться от гидромы на кисти рук у супруга? Гигрома, наверное. Не гидро, а гигро. Итак, гигрома. Или может гидрома есть. Просто не помню такое название. Гигрома. Гигрома есть, а гидромы не бывает. Вы, наверное, неправильно написали. Гигрома – опухолевидное образование, состоящее из серозной жидкости, ограниченной оболочкой сухожилия. Гигрома лечится путем... Вообще, почему гигромы возникают? Как правило, это связано с ювенильным ревматизмом или ювенильным ревматоидным артритом. Ювенальным ревматоидным артритом. Чем устраняется? Местно смазывать мазью габана. Принимать препарат Артридикс. Можно попробовать принимать препарат Гепакс еще дополнительно. Саида Муратова. Здравствуйте, пожалуйста, подскажите, как помочь при болезни суставов, а именно распуханием и искривлением пальцев? Ревматоидный полиартрит это называется. Лечится битулиновой кислотой, препаратом Артридикс. Битулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день, битулин 1 таблетка 2 раза в день, Артридикс 2 таблетки 2 раза в день, чай Артридикс пить как можно чаще на протяжении дня. Для усиления деятельности или для усиления влияния можно принимать Метикс 1 чайная ложка на стакан воды. Также жидкостью Метикс натирать места, которые болят. Или спреем Артридикс можно натирать места, которые болят. Все это деформирующий полиартрит. Лечится, вылечить можно битулиновой кислотой. Гайморит хронический плюс киста. Как избавиться? Гайморит хронический плюс киста – разные заболевания. Хронический гайморит можно вылечить спреем. Он называется
эмбрионазин. Эмбрионазин использовать 3-4 раза в день. И трангин спрей. Трангин спрей на ночь, а эмбрионазин на протяжении дня. На протяжении дня 2-3 раза в день используйте спрей эмбрионазин. Спрей трангин использовать только на ночь или капли трангин. В чем их разница? Эмбрионазин восстанавливает слизистую оболочку, устраняет болезнетворные бактерии носовой полости, но при этом происходит воспаление, при этом может быть возбуждение и такое воспаление еще аллергического характера. Трангин устраняет воспалительный характер как противовоспалительное вещество, которое очень позитивно влияет на слизистую оболочку. Андрей Андреевич, как избавиться от внутренней дрожи в теле, что пропить из ваших препаратов? Внутренняя дрожь в теле является вегетососудистым проявлением вегетососудистой дистонии. И такая дрожь в теле является одним из элементов неврозов. Каким образом устраняется? Бетулиновая кислота, спрей, окситоцин в нос, дальше L-триптофан препарат, 1 таблетка 3 раза в день, алгоцин, 1 чайная ложка на стакан воды после приема пищи 1 раз в день. И можно еще здоровые сосуды, 1 таблетка 2 раза в день. Здравствуйте, у меня деструкция стекловидного тела глаза. Какие ваши рекомендации? Используйте капли Офтар. Также принимайте препарат, называется Катарфит. Принимайте его 2 таблетки 3 раза в день. Также можно еще принимать препарат ЛЛС. 1 таблетка 3 раза в день. Тоже нашей компании. Андрей Андреевич, Наталья, 47 лет. Упадок сил, боли в позвоночнике и в костях почти под восстановить силы, улучшить качество жизни. Вы мне описали ревматоидное заболевание, то есть в школу не ходи, скорее всего вызванное климаксом, так как очень часто при появлении климакса, вторым этапом появления ревматоидного заболевания, необходимо принимать препараты от ревматизма для иммунитета и от климакса. От климакса препарат Климактерикс, от ревматизма или ревматоидного артрита препарат Артридикс и для иммунитета препарат бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день, Артридикс 2 таблетки 2 раза в день, Климактерикс 1 таблетка 3 раза в день. Можно всех по 1 таблетке 3 раза в день принимать. Исчезнет боль в позвоночнике, заметно улучшите себя самосостояние. Елена, еще вопросик. Поделиться рецептами красоты для женщин, сохранения молодости. Спасибо. Есть исследования по геронтологии. Самые простые рекомендации по геронтологии, они все связаны с гормоном роста. Упражнения, которые могут активировать или стимулировать гормон роста, это подпрыгивание вверх. То есть человек ложится на пол, после этого встает и прыгает. Вновь ложится на пол, встает и прыгает. Вот таким образом у человека происходит недолго, 1, 2, 5 раз. Как ни странно, вот такое подпрыгивание, вот такая гимнастика, она активирует гормон роста. Ни бег, ни велосипед, ничего такого не происходит. Только в том случае, если человек очень быстро и очень сильно создает движение вверх. У него таким образом активируется гормон роста. Гормон роста, пока гормон роста есть у человека или пока он выделяется у человека, может быть молодость. Как только заканчивается формирование и возбуждение гормона роста, которое происходит в нашем гиппокампе. В нашем гиппокампе это гипоталамусе, гипофизе, эпифизе. То есть, когда гормон роста перестает формироваться и перестает создаваться, на этом начинается наше старение. Второе, если делаете эти упражнения, можете ли вы помолодеть? Нет. Почему? Потому что есть еще одно такое вещество, которое называется коллаген.
Коллаген – это макулоциты, которые должны с возрастом уменьшаться. Их процесс уменьшения обоснован, как правило, взрослением и тоже связан с гормоном роста. Именно поэтому применение любых препаратов коллагена на сегодняшний день является, ну, прямо тотальным и великолепным, наверное, методом улучшения, уменьшения, вернее, возраста. Абсолютно все люди, которые стараются хорошо выглядеть, которые молодеют, они обязательно имеют секрет. Данный секрет отчасти является секретом применения коллагена. У нас есть коллаген, вот он правильный коллаген, принимайте его в таблетках, по 2 таблетки 2 или 3 раза в день, покупайте в больших банках, заметно улучшите свое самочувствие, используйте вот такую технологию. Третье, это препарат моей компании, называется Молодило или по-другому Житидан. Это тайна. Есть 2 препарата, Тутус и Житидан. Применение данных препаратов заметно улучшит ваш и внешний вид, и общее самочувствие. Люди, которые вас знают, будут со временем давать вам совершенно не тот возраст, который есть у вас. Ну и, конечно, бетулиновая кислота и окситоциновый спрей. Окситоциновый спрей для восстановления мышечного каркаса, мышечной и костной массы. Бетулиновая кислота как улучшение иммунитета на фоне старения существа. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как убрать мешки под глазами в случае, если человек убирает продукты питания, которые возбуждают его поджелудочную железу, убирает острое, горькое, кислое, то есть переходит на вареную пищу, на каши. Также принимает препараты, снижающие холестерин. Это атеросклеропатин по 2 таблетки 3 раза в день, ЕМА 1 чайная ложка 2 раза в день, то мешки под глазами исчезают. Препарат Гепакс еще 1 чайная ложка 1 раз в день на стакан воды. Извините, вопрос не по теме, но в последнее время у меня какие-то на ровном месте сильные спотыкания и падения с последующими травмами, чтобы вы могли посоветовать, очень благодарю. Данные спотыкания, как правило, связаны с мышечной ригидностью. Вы теряете мышечную мускулатуру, это связано с тем, что у вас, видимо, перестали формироваться, выделяться гормоны, скорее всего, половые. То есть, как правило, гидрокортизон превращается в гидрокортизол, вернее, гидрокортизол, превращаясь в гидрокортизон, может превращаться в эстрадиол, прогестерон, тестостерон. Так вот, тестостерон для женщин важен в том, что он стимулирует сокращение мышечной мускулатуры. Так мы очень часто с возрастом теряем гидрокортизон, теряем прогестерон, эстрадиол и тестостерон за счет того, что кортизол превращается в гормон стресса, адреналин. И вот в этом случае очень необходимо принимать препараты для активации мышечной мускулатуры. Прежде всего, первый препарат – это мускус в виде экстракта. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Второй препарат – трибулус, 1 таблетка 3 раза в день. И мужчинам, и женщинам необходимо для того, чтобы иметь мышечную мускулатуру, чтобы мышцы были твердыми. Также продукты питания с высоким содержанием азота. Это с высоким содержанием азота, это и бета-каротина, это препараты, это овощи, имеющие длинную форму, это прежде всего морковь, это дайкон, редис такой, дайкон, это сельдерей в виде сока, вареных, пареных, любые продукты, это батат. Все, что овощи имеет длинную вытянутую форму. Это тыква, это овощ, ну, все имеющее длинную форму. Из растений на первое место высокое содержание азота. Это сырой картофель, это сырая морковь, это листья кукурузы и больше всего азота находится в кукурузных рыльцах. Из растений с высоким содержанием азота это клен темный или красный,
листья клена, если их заваривать и принимать, листья кукурузы, если заваривать, принимать, могут восполнить содержание азота. Мыльнянка, трибулус – это вот растения, в которых много азота находится. Нела Ширяева. Спасибо, Андрей Андреевич. Много лет смотрю все вебинары, восхищаюсь вами, знаниями. Большое спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как справиться и сколько раз читать коды из первой ступени? Про дни понял, а сколько раз нет? В пятницу этот вопрос задайте мне. Здравствуйте, пожалуйста. Что может повысить эритроциты в крови? Эритроциты в крови могут быть связаны с анемией. Эритроциты – это, как правило, связано с костным мозгом. Называется это гомеопоэз. Гомеопоэз – это возникновение или формирование эритроцитов. Почему снижаются эритроциты? Что-то связано с костным мозгом. Народный способ восстановления – это обертывание. Берется ткань длинная, простыня, допустим, обмакивается в теплой воде, выжимается. Обертывается человек и сверху теплым одеялом. И такой вот человек лежит вот в таком теплом одеяле, вот в таком, с таким обертыванием на протяжении дня, там один раз, час хотя бы. Делается это через день, ну где-то 15-20 раз. Все это время необходимо принимать каолин, 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Препарат еще гемонем по 2 таблетки 3 раза в день. И желательно всего препараты железа. Это препарат железа, также у нас там есть айрон оксид, по-моему, в общем, препараты железа. Можете принимать препараты железа, которые продаются в аптеке. Из народных средств, которые рекомендую принимать при низких эритроцитах, это крапива сушеная и листья малины. Крапива сушеная или листья винограда еще сушеные можно. Крапива сушеная, 1 столовая ложка заливается 1 литром кипятка, не так. 1 стакан заливается 1 литром кипятка, литр выпивается на протяжении дня. Желаю вам здоровья, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Переходите на мой сайт tibetan-formula.com, задавайте ваши вопросы нашим операторам и в дальнейшем сможете приобрести препараты. Также я отвечу на ваши вопросы, если вы эти вопросы зададите прямо под данным видео. Также в случае, если вы хотите меня отблагодарить, то напишите слова благодарности, а также свою историю в виде комментариев под данной трансляцией после окончания данной трансляции. Будьте здоровы, живите богато. До свидания.